Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Наша сегодняшняя героиня, Валерия Кожемяка, вошла в Книгу рекордов России как самая маленькая мама страны. Сейчас вы узнаете, с какими трудностями материнства она сталкивается ежедневно. В 3 года у Валерии диагностировали редкое генетическое заболевание, из-за которого неправильно формируются костные ткани, спондилоэпифизарную дисплазию. Когда девочке исполнилось 13 лет, рост ее замер на отметке 109 см, а ноги начали деформироваться. Родители никогда не называли ее инвалидом, и Валерия вспоминает, что не отличалась от остальных детей. Также бегала на детских площадках, лазила по турникам, каталась с горок и ездила на велосипеде. А может, и отличалась. Девушка рассказывает, что при встрече друзья детства говорят: «Ты что, не помнишь? Ты у нас заводилой была. Настоящий лидер». Родители надеялись, что болезнь можно победить, однако врачи в операции отказали. Объяснили, что ребенок еще не перестал расти, и после хирургического вмешательства возможны проблемы с костями. Отказали и в инъекциях гормонов, сказав, что у девочки и так их вырабатывается достаточно. Семья рассчитывала, что что-то изменится, когда Лере исполнится 18 лет, однако надежды их не оправдались. После совершеннолетия девушка выбила квоту и поехала в Курган, в медицинский центр травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, где лечат тяжелые костные патологии. Вердикт врачей оказался неутешительным. Для операции слишком поздно, она помогла бы в полгода. Сейчас, объяснили медики, можно выпрямить ноги, но за эстетику придется платить. Всю оставшуюся жизнь Валерии придется ходить на костылях. Девушка отказалась. Не такой Лера начала чувствовать себя в 13-14 лет, когда стало понятно, что остальные девочки встречаются с мальчиками, в то время как Валерию пацаны считают другом и своим парнем. Как-то она даже не выдержала и пожаловалась подруге. Мол, все ходят парами, а я одна. В ответ услышала: «Лер, ну такая ты, что тут теперь поделаешь, как-то живи дальше с этим». Девочка расстроилась, и это заметили родители. Отец велел не распускать нюни. Удивительно, но совет помог. Для себя Лера твердо решила, что семья у нее будет, и продолжила жить дальше, как раньше. Училась, занималась домашними делами. Если красилась или красиво одевалась, то только для себя, а не в надежде, что парни обратят на нее внимание. А в 18 лет произошло именно это. Мужчины начали засматриваться в ее сторону. С мужем Дмитрием, который жил в Екатеринбурге, девушка познакомилась в группе инвалидов, где искала друзей. Сначала не воспринимала его всерьез, но через полгода переписки поняла, что влюблена. Дима звал в гости, однако она отказывалась, объясняя: ехать из Ростовской области далеко, билеты дорогие. Но парень был настроен серьезно и заявил, что эту проблему он решит. А через пару дней в комнату к девушке зашла растерянная мама: «Лера, тут тебе перевод от какого-то Дмитрия». Папа поначалу отговаривал дочь. Против Димы он ничего не имел, однако боялся, что с Лерой что-нибудь случится в поезде. Даже на вокзале перед отправлением спрашивал: «Лер, может, ты передумаешь?» А вот мама сразу сказала, что возражать не станет. «Я сейчас тебя не пущу, а потом ты меня всю жизнь винить будешь, что у тебя что-то когда-то не получилось. Поэтому езжай, набивай шишки, ты уже большая девочка, удачи тебе». В Екатеринбурге Валерия пробыла 3 недели. Дима предложил ей остаться насовсем. Его мама не возражала. Согласились и родители девушки. Съездив в Гуково домой, чтобы оформить все нужные документы, в мае 2013 года Валерия окончательно переехала в Екатеринбург. В 2015 году они с Димой поженились. Врачи отговаривали Валерию от материнства. Пугали, что все 9 месяцев придется лежать. Однако девушка рассказывает, что до последнего дня бегала как совраска и делала те же дела, что и раньше.
Думала, из-за живота себя видеть не буду, а у меня был крохотный животик, вполне естественный, рассказывает Валерия. Не всегда везло на компетентных медиков. Как-то УЗИстка заявила, что у Леры родится карлик. Напуганные супруги бросились за консультацией к генетикам, и те заверили, что ребенок будет совершенно нормальным. Не обошлось без происшествий и в роддоме. Кесарево прошло хорошо, но Валерия не дотягивалась до высоких люлек и потому не могла ухаживать за дочкой. Молодая мать предложила, чтобы рядом с ней в палате поставили пустую кровать, а на нее съемную колыбель от люльки, но ей отказали. Не положено. Девушку попытались было отправить в отделение для недоношенных, но тут уже возмутились работавшие там сотрудники. Здесь дети, за которыми глаз да глаз нужен, а вы нам подсовываете здорового младенца. Так что кончилось все тем, что предлагала Лера. Еще одной кроватью в палате, на которой стояла люлька. Евангелина, так назвали дочку. Поначалу была идеальным ребенком, весила немного, не капризничала, не вертелась. Однако, когда она начала расти, справляться с дочкой стало сложнее. Малышка просто не понимала, что мама не может ходить так же быстро и долго, как она. Валерии пришлось водить ее на поводке шлейки, иначе девочка могла убежать так, что ловить приходилось всем двором. Не обошлось без насмешек. Она у вас что, кусается? В садик первый раз Лера вела дочь с опаской. Беспокоилась, как будут реагировать на нее дети. Сначала девушка и правда привлекла внимание, но уже через 2 недели все привыкли. Сейчас прихожу, все просто говорят: «Мама Евы пришла». «Мама Евы, здравствуйте». В доме, рассказывает Валерия, муж все, что мог, переделал под нее. Выключатели установлены ниже, нужные вещи все члены семьи стараются не класть высоко. Чтобы дотянуться до раковины или плиты, приходится становиться коленями на табуретку, а чтобы достать книгу с верхней полки, залезать на стремянку. Но если в доме Валерия чувствует себя комфортно, то вне его начинаются серьезные сложности. Везде высокие стойки. Валерию персонал клиник и банков просто не замечает. Раньше она в больницах просила помочь других людей, стоящих в очереди в регистратуру, теперь сразу идет в служебное помещение. Стучусь и в наглую открываю, потому что иначе я никак туда не попаду. Они, конечно, меня не выгоняют. Бывает и наоборот. Иногда сама Валерия на остановках не замечает продавцов в ларьках за высокими стойками и подолгу стоит, ожидая их прихода, пока те, в свою очередь, думают, что женщина рассматривает витрину в ожидании трамвая. Когда я еду одна, еще могу извернуться и запрыгнуть в автобус или трамвай. А если еду с дочерью, то мне очень тяжело, она еще маленькая и так высоко ноги поднимать не может. Если трамвай или автобус низкопольный, это проще, я ее сначала закину, потом сама закидываюсь. А если обычные, тяжело. Но в Екатеринбурге очень хорошие люди, они всегда помогут, сами дочку возьмут и поднимут, либо я попрошу кондуктора помочь спустить, рассказывает Валерия. Дорогие зрители, а какой у вас рост? Мешал ли вам ваш рост в жизни? Если да, то как? А может быть наоборот, рост помогал вам? Обязательно поделитесь своими комментариями на этот счет под этим видео. Будет очень интересно и познавательно их почитать. Заранее спасибо. А мы продолжаем. Хуже всего дело обстоит с работой. Валерию никуда не берут, даже когда речь идет о самых простых задачах, вроде распечатки фотографий или учете телефонов, которые сдают в ремонт. Отговариваются ее ростом. У нас стойка большая, вас видно не будет. Иногда и прямо говорят: какой из тебя работник? Какое-то время девушка участвовала в фокус-группах, тестируя разную продукцию. Надо было брать, например, крем на 3 дня, а потом рассказывать о своих впечатлениях. Вживую Валерию не видели, однако когда-то кто-то проболтался о ее росте, Кожемяка из участников группы исключили. Мол, у вас противопоказания по здоровью.
В феврале в своих соцсетях Валерия рассказала, что увлеклась во время карантина маникюром. Сначала делала его себе и свекрови, потом подругам и знакомым. Занималась она этим просто так, однако в январе наткнулась на курсы с приятной ценой и недалеко от дома, и теперь она сертифицированный мастер маникюра и собирается работать на дому. В марте Валерия рассказала журналистам, что больше всего боится остаться без ног. Боли в них последнее время усилились. Врачи разводят руками и говорят, что у девушки уже последняя стадия разрушения костей, и сделать с этим ничего нельзя. Однако Лера не считает их слова приговором. Еще давно, в 18 лет, когда она была на врачебно-трудовой экспертной комиссии, которую проходят для получения инвалидности, ей сказали: «Годика 4 еще походишь, а потом готовься к коляске». Но она до сих пор на ногах, да еще и ребенка на них выносила. Боль ей не нравится, но она уверена, медицина не стоит на месте, и, возможно, скоро с этой неприятностью можно будет справиться. Своим главным достижением Валерия считает семью. «Я все-таки стала мамой. Многие называют это героизмом, но я не вижу ничего необычного. Надеюсь, своим примером докажу, что все возможно», — говорит она. А что вы думаете по этому поводу?